Дмитрий, здравствуйте. Огромное Вообще спасибо, да. можно на «ты», в принципе. Ну, Как угодно. так я делаю обычно на «вы», поэтому мне так проще. Хорошо. Дмитрий, вопрос, который меня беспокоит больше всего, и я хочу от лица молодых наших зрителей спросить у вас, что такое Фидонет, как это работало, и расскажите об этом. Это началось в 90-м году в Советском Союзе, за рубежом чуть пораньше. Это была сеть, которая базировалась на том, что узлы этой сети по ночам созванивались по телефону через модемы и в пакетном режиме обменивались письмами. В ней можно было обмениваться личными письмами, и было такое понятие эхоконференция, которая соответствует ньюсгруппе или какому-то разделу форума или чата в современном мире, да, в котором присутствует много людей, и они могут там дискутировать как-то более-менее свободно. Ну и понятно, что темп, в силу того, что это был в основном ночной прозвон, темп обмена сообщениями, в пределах города это было на завтрашний, на следующий день, ответ ты получал, да, а там в пределах страны через 2-3 дня, а за рубеж, могло и неделю ходить туда-обратно. Но, тем не менее, надо сказать, что это был очень живой механизм. Причем, наверное, самое интересное вот для нынешних людей из того, что там было, это была очень четкая такая демократическая методика самоуправления этой штуки, которая, с одной стороны, довольно жестко держала всю эту сеть в некоторых рамках и действительно жестко. Ну, то есть, там какого-то там буллинга там, в общем, не допускалось, по большому счету. Хотя по-всякому было. Вот. И при этом все это было более-менее бесплатно, в том смысле, что кто мог, тот передавал чужую почту куда мог. Это же все был телефонный прозвон, телефонная междугородняя телефония стоила ощутимых денег, а международная прям существенных денег. Поэтому, в принципе, это, конечно, так вот держалось на доброй воле какого-то количества людей. У буржуев-то за рубежом там было понятие костшеринга, когда кто там таскал почту на далекое расстояние, как-то раскладывал свои расходы на других. У нас оно особенно не прижилось. Мы люди советские, у нас это не срабатывало. Как так? А где был интернет в это время? Значит, опять же, в Советском Союзе эти две сети появились прям строго одновременно. То есть, вот в 90-м году заработало и то, и другое. То есть, и то, и другое стало доступно более-менее тем, кто хотел. Да? То есть, можно было прийти, получить доступ и там, и там, и там. Я прямо буквально вот с разницей, наверное, в месяц подключился к обоим этим сетям. Где-то зимой. Вот. И довольно долго, надо сказать, оно существовало. Собственно, во всей этой истории я больше всего известен как человек, который связал эти две сети между собой. Я разработал софт, который конвертировал формат сообщений и адресные форматы. И у меня дома стояла машина, которая втыкалась и в интернет, в тогдашний. Рилком она назывался, эта сеть. Вот. И в Фидо, и между ними транслировала почта. И как бы внутри России, по крайней мере, это было очень сильно связано. А зачем развивался Фидонет, если был интернет? Во-первых, он был не везде, и появилось это одновременно. И не так уж прям все знали и про то, и про другое. Так, если по-честному, то первые пару лет и то, и другое было уделом прям посвященных. Это не то, чтобы это было как-то закрыто, наоборот, все там рассказывали, но не все до этого добирались. Да и вообще понятие модем, я вот в 90-м году, когда модем в руки взял, я прям не знал, зачем он нужен. То есть, я долго выяснял, что это за штука, как с ней бороться. И, кстати, случайно именно по этой причине про Фидонет узнал, нашел статью на эту тему. Вот. Это раз. А два, формально интернет тогда был платный. Уже. По факту, на самом деле, конечно, можно было договориться более-менее, но тем не менее, все-таки это была платная картина, и так, в принципе, с улицы бесплатно ее получить было нельзя. Вот, поэтому, в общем, причин для выбора была совершенно очевидная, с одной стороны. А вторая сторона, как я уже сказал, вот это вот демократическое самоуправление, оно в тогдашнем интернете отсутствовало категорически. Вот, а в Фидонете было понятие модерации, которое, в общем, обеспечивало в рамках некоторых соглашений какую-то приличную среду, в которой, в общем, можно было
достаточно комфортно коммуницировать. И надо сказать, что вот с точки зрения социальной, если смотреть там первые лет, наверное, 5, не соврать, вот движение этих сетей параллельного, Фидонет развивался катастрофически быстрее. Отчасти в силу бесплатности, отчасти в силу того, что правила и некоторый порядок внутренний они, в общем, привлекали. Вот. И до какого-то момента это шло очень хорошо. На самом деле, умирать он начал тогда, когда интернет перешел на TCP/IP, скорости там стали уже фантастически большими, появился веб как таковой, да, и, ну, в общем, технологически он настолько превзошел, что, ну, стало уже совсем уж никуда, вот, и люди стали переходить. Я больше того скажу, в известной степени Фидонет был такой кузницей кадров для советских, российских интернетчиков. Там процентов, наверное, 90 людей, которые открывали узлы интернета в регионах, это были люди, которые там за год до этого запустили узел Фидонета. И отчасти, кстати, поэтому Фидонет еще прожил лишнее время, потому что они же потом организовали трафик Фидонета поверх TCP/IP, сделав такую как бы кадавра из этих двух сетей. Вот. И какое-то время оно там еще развивалось в этом смысле. Потому что технологически, конечно, Фидонет был, мягко говоря, ужасен. Ну, то есть, это было, конечно, жутчайшее поделие, которое... Когда уже он до нас дошел, он уже весь был сделан из костылей, просто вот прямо от начала до конца. Ферические вещи, типа того, что большая русская буква «Н» не могла быть использована. Ну, в общем, не могли, не буду объяснять, почему не могла быть. Поэтому ее заменяли на английскую «H». И только так можно было жить. Один из просто примеров того, насколько там все было странно. Вот. А так, это было очень, вот, очень здорово именно с социальной точки зрения. И много всего, что происходило у нас сетевого, в том числе, там, не знаю, люди, которые там занимались, там, писатели, например, там собирались, там было место, там, да, художники, электронщики, программисты, у всех были какие-то группы, в которых очень активный шел обмен информацией. Потом еще появилась, кстати, такая интересная вещь, как файл эхо, то есть возможность сделать транслятор файлов, которые автоматически распространялись по сети. И, соответственно, появились инструменты обмена уже программами, там, картинками, и все это происходило. Это, конечно, все происходило медленно и в фоне, ну, то есть ты запускал файл в передачу, он где-то ночью кому-то уезжал, следующей ночью еще кому-то, и там где-нибудь там через недели-две только он разъезжался по всей сети. Но, с другой стороны, это было бесплатно и очень структурировано, и, в общем, довольно активно жил. И пиратство, наверное, оттуда появилось. Да не сказал бы. Я думаю, что нет, наверное, не оттуда. Ну, нет, ну, конечно же, это был канал, безусловно, совершенно. Огромное количество софта пиратского через эти каналы ходило-бродило. Но, ну, чтобы он появился оттуда, я бы не сказал, по большому счету. Хотя, как инструмент организации, ну, конечно, как и любая сеть, он объединял людей по интересам не только тех, кому интересна литература, но и тех, кому интересно, как взламывать софт, конечно. С другой стороны, скажем, например, информация через Фидонет поступала очень качественно. То есть, до какого-то времени через интернет было мало что можно получить так по-серьезному. Да? Ну, скажем так, серьезного доступа, серьезного веба еще не было. Да, никакого не было до некоторого момента. В интернете тоже, чтобы получить файл, нужно было... Это выглядело тоже довольно так странно. То есть, были файл-серверы, на которые нужно послать письмо правильного формата. Он тебе присылал каталог файлов. Ты его листал, посылал письмо другого правильного формата, и обратно тебе приезжало письмо, в котором определенном... UN-код был такой формат, в котором текстом был закодирован файл. Нужно было раскодировать, вынуть, и вот ты его получал. При этом это что же все через модем это работало. То есть, скорость на самом деле тоже была, не сказать, что прям как-то катастрофически выше. Хотя, в целом, конечно, когда вот Рилком заработал, то там у самого Рилкома канал в Финляндии был хороший, а в Финляндии было некоторое количество серверов, поэтому до них было близко. Там, в принципе, можно было, ну, в течение там 2-3 часов, отправив запрос, получить уже нужный файл. Но, тем не менее, огромное количество информации по IBM-PC, по программированию, по языкам, компиляторы, вот это все, очень много всего приезжало через Фидонет. И с точки зрения того, вот как все пошло развиваться с его появлением, это было очень ощутимо. При всей его странности, костыльности и технологической отсталости, он, конечно, был очень-очень сильно ощутим, как именно вот инструмент, который позволял
развиваться российским программистам, электронщикам, ну, да и много кому на самом деле. Потом, позже, когда уже интернет так серьезно пошел, там другой интересный момент произошел, про который тоже очень мало кто знает. Вообще, тот тогдашний интернет, который назывался Рилком, он же был тоже сделан по технологии, значит, обмена через модемы электронной почты. И там случилась интересная вещь. Значит, за рубежом, в Европе, домены выдавались в основном организациям, университетам, институтам, каким-то вот таким. Да, а люди получали там почтовые ящики на локальных машинах. А у нас, когда Рилком заработал, он стал коммерческой сетью, стал, значит, давать доступ людям к интернету, стал выдавать домены, ну, практически каждому желающему. И в некоторый момент количество доменов, которые было зарегистрировано на Советский Союз, ну, оно просто покрыло всю Европу, в общем, с большой крышечкой. То есть мы там лидировали со свистом и с треском. И была одна из причин, почему еще так происходило. Хотя он стоил денег, тем не менее люди подписывались довольно активно, потому что появилось... Ну, надо понимать, какое это было время. Да? 90-е годы, развал Советского Союза, социалистический уклад экономический, в общем, сыпался со свистом. А капиталистический, не сказать, чтобы все понимали, как этой штукой пользоваться. Да? И нужно было какие-то выстраивать связи, договариваться. И в этом смысле интернет очень сильно помог. Там появились конференции, уже, кстати, не помню уже даже название, но смысл в том, что они предназначались для размещения объявления купли-продажи. И там очень серьезно полетела коммерция по всей стране. И вот за счет этого вот этот российский интернет и начал свое такое бешеное развитие. И, в общем, тоже, наверное, мне кажется, он так, ну, облегчил вот этот вот кошмарнейший период в жизни нашей страны. Насколько уж сравнить это трудно. Неизвестно, что было бы, если бы его не существовало. Да? Но то, что там было активнейшая движуха, вот, и реально там есть много людей, которые говорили, что именно этим каналом они пользовались, чтобы выстроить свои первые какие-то коммерческие отношения. Это прям факт. Речь об интернет, не о фидонет. Вы не оговорились. Да, это уже речь об интернете, да, это уже речь о Рилкоме и конференциях. По-прежнему все это в формате электронной почты, ну, то есть там ньюсгруппы, это было понятие ньюсгруппы в интернете. Оно до сих пор, кстати, есть, просто уже мало кто пользуется совсем, наверное, да. Но смысл ровно тот же. Есть группа, в которой ты посылаешь сообщение, все подписанные на нее это сообщение получают. Соответственно, все желающие. Да, он, по-моему, так и назывался, SU Commerce, как-то так, или что-то типа того. Все желающие, все заинтересованные подписываются и получают поток, значит, информации о том, кто что продает, покупает, и, ну, и, соответственно, коммуницируют с тем, кто это написал, если их интересует это предложение. Фактически, это была огромная доска объявлений такая, со странным размерами. Мне казалось, что как бы предтечей веб-сайтов были BBS-ки в Фидонете. Это сложный вопрос, потому что это настолько, по сути дела, разные вещи. Ну, да, где-то это похоже, но скорее, наверное, надо говорить так. Предтечей форумов в интернете стали BBS-ки, да, потому что BBS-ка, по сути дела, что она из себя представляла? Это же была возможность добраться до Фидонета. На самом деле, большинство BBS-ок, они были просто такими фронтендами к Фидонету. Да? То есть, это были такие офлайн веб-сайты, вернее, веб-сайты, они онлайн были, ты подключался же онлайн, как бы, да, но к офлайновой сети, которая за ними находилась. То есть, там работа тоже выглядела довольно странно. Ты ночью, большинство работало по ночам, мало кто там работал круглые сутки, дозванивался модемом туда, причем дозвониться нужно было еще дождаться, пока предыдущий отключится, да, он же не очень хочет отключаться, он тоже дозвонился и сидит там. Дозвониться, посмотреть свежую почту, которая тебе пришла, значит, скачать какие-то файлы, закачать новые, потому что BBS-ки строго, значит, если ты скачиваешь, будь добр, закачивай, там велся прям баланс, сколько ты принес, сколько унес, поэтому куча народу по ночам с одних скачивали, на другие заливали, просто чтобы себе рейтинг наработать. Вот. Но я бы скорее сказал вот как. Вот некоторая культура коммуникации выросла, да, вот на этом. Вот она перетекла в интернет как таковая в известной степени. Но технологически, ну, там, в общем, мало чего общего.
А правда, что в Фидонете смайлики изобрели? Ну, они там точно совершенно были. Это факт совершенно. Мало того, там еще было такое понятие, как ASCII-графика. Всем же хотелось, чтобы красиво было, да, все это в текстовом режиме. Вот, чтобы в текстовом режиме сделать какую-то красоту, значит, вот черточками, плюсиками, минусиками рисовали волшебнейшие картинки. Это отдельное искусство, на самом деле, такое прям вещь в себе. Так что, в общем, может быть, да, смайлики можно отнести к этому классу как бы, искусства. А сейчас про Фидонет можно забыть, он отсутствует. Давно Или не что-то есть? Давно не проверял, по-моему, де-факто присутствует. Я уже давно не встречал людей, которые хоть как-то, значит... Ну, просто лет 10 назад я встречал людей, которые мне говорили, нет, у нас еще узел стоит, мы туда заходим временами, проверяем, что жив. Ну, это тоже все, конечно, смешно, по большому счету. Так, интересно. Ну, вы вспоминаете эти времена с удовольствием или как что-то такое? Ну, да нет, конечно, с удовольствием. Не, во-первых, это было действительно полезно. Это просто... Я огромные свои усилия прилагал к тому, чтобы это жило. Я же был координатором, и там какое-то время за Москву отвечал, какое-то время за всю Россию по части технологий Фидонета. Вот, это было действительно важно. Было совершенно понятно, насколько существенную часть это является вот этого сообщества людей, да, которые в известной степени двигают технологии в стране вперед. Потому что нельзя развиваться, не имея коммуникаций. Да. Ты же, что бы ты ни делал, пишешь ты программу, разрабатываешь железку, там, да хоть суп варишь. Да, коммуникация с теми, кто делал это или делает одновременно, она всегда является инструментом улучшения своего представления о мире, а иногда просто смертельно необходима. Что, да, это очень важно. И эмоционально это, конечно, здорово, потому что там, его все называли сеть друзей. Это до какого-то момента это было прям правда, потому что круг узкий просто, да. Потом, конечно, когда круг стал резко расширяться, оно, посыпалось в этом смысле. Хотя все равно были какие-то анклавы, в которых люди очень так дружно жили. Ну и в этом смысле, конечно, эмоционально тоже это была штука отличная от современного интернета. Но, опять же, скорее в силу местечковости такой, да, вот узкого круга коммуникаций, которые до какого-то момента просто все, кто вообще занимался Фидонетом, друг друга знали лично. Дальше, конечно, уже не так. А еще были такие сисопки. Был у вас такой термин? Это были пьянки тех, кто занимался Фидонетом, собственно. У них было как у любой пьянки, было два функциональных элемента. Формальная причина и, собственно, сам процесс. Хотя они, конечно, тем не менее, смысл в них был именно организационный. То есть собирались люди, чтобы обсудить, как мы будем со всем этим жить, куда будем двигаться. Вот. И принимались какие-то решения по тому, как выстраивать инфраструктуру, потому что, мы же в Москве все-таки, Москва, понятно, естественным образом росла быстрее, чем все остальное, там, да, по темпам роста. Поэтому, во-первых, саму Москву очень быстро стало нужно организовывать именно, то есть не бросать все это на самотек. Стало очень быстро понятно, что если это вот просто дать этому расти, как растет, то начинается очень много проблем у всех, поэтому я придумал некоторую методику, как структурировать эту работу, и мы, в общем, в Москве построили первый такой бэкбон сетевой, то есть в который входили определенные узлы, которые брали на себя ответственность таскать серьезный трафик. У них была некоторая схема организации, как они должны работать, чтобы это происходило быстро, эффективно, и им было достаточно комфортно, и чтобы огромную Москву это все могло обслужить. Ну и, естественно, потом на эту же структуру наросла структура, которая на всю Россию уже расползлась. Так что это, конечно, еще и такой организационный опыт в известной степени. И все это делалось бесплатно. Вы же ничего не зарабатывали на этом. Какая мотивация была? Сделать для себя хорошо и удобно. Та же самая мотивация, как подмести дома пол. Вот прям ровно. Потому что я помню, я тоже в этом участвовал. Конечно, не так активно, как вы, но я был тоже нодом, и я помню, включал ночью модем, и за модем нужно было заплатить, купить его, и включать каждую ночь это все, и заниматься этим, и настраивать программы. Это занимало время. И... мне было просто интересно, потому что я был таким новичком, студентом, но вы-то с этим занимались так профессионально.
как бы, ну, всем было просто интересно, с одной стороны, а потом с некоторого момента всем было понятно, что без этого и жить-то нельзя. Ну, то есть, это правда нужно, потому что у тебя уже твоя, как бы, основная деятельность, она на это завязана, потому что там твои контрагенты, ты с ними списываешься, ты получаешь новую документацию, там, новый компилятор, какие-то примеры кода, как это пишется, это же там был прямо кладезь, реально огромное количество информации, которую я помню, когда открылись границы, там, да, и стало возможно за рубеж ездить, то я первое, что я просил людей, которые поехали за рубеж, привезите мне журнал Байт. Голод по информации был лютейший совершенно. Да. Когда его привезли, я его читал, ну, я не знаю, там месяц, наверное, просто зачитывал его до дыр. Слава богу, он толстый был тогда, такой изрядный журнал. Вот. А когда появился Фидонет, то все то же самое, что можно было в Байте тоже. В общем, ты получаешь не всегда то, что хочешь, не всегда в таком объеме, в котором хочешь, а тут ты получал доступ к пластам информации. И темпы того, что мы научились после этого делать, вот вообще темпы там, обучения нас как программистов, как разработчиков, они очень сильно выросли. Кстати, интересно, что я до сих пор помню первое свое письмо в интернет и первые два на него ответа. Мы как раз получили, значит, программу, там, логин, пароль, доступы, принесли все домой, подключили, включили. Говорит, а теперь что с этим делать-то? Вопрос же как бы инструмент, да, вот ты его включил, вот оно стоит, крутится, булькает, лампочка светится. И что? Вот. И я нашел конференцию по... ну, вот потому что у меня за спиной, можно догадаться. Значит, нашел конференцию по музыке и написал туда просьбу прислать мне текст песни «Отель Калифорния». Потому что со слуха прям не получалось снять, вот как не убивались. Вот. И где-то часа через два я получил два ответа. В одном было написано: чувак, прости, я на память тебе пишу. И не спрашивай меня, что такое калитос. Там прям такая приписка такая. Вот. Мы тут же сыграли эту песню. Это был прям, ну вот, польза. Вот уже понятно зачем. Там интересно было. Там, когда вообще наши в интернет вышли, то там в Америке началась истерика изрядная. Там же был крик: да вы все из КГБ, у вас у всех, значит, майорские погоны, вы пришли тут, значит, подрывать нашу демократию. Это такая была... Правда, недолго, честно сказать, как-то быстро смирились. Ну и потом еще тоже стало понятно, что уже интересно же, в конце концов. Ну, всем же, им тоже было интересно, что у нас происходит. Это же была обоюдозакрытая картина до какого-то момента. Да, да она, если по чесноку, я вот сейчас там, с одним американцем случайно где-то сцепился, в интернете переписываюсь, она и сейчас обоюдозакрытая. Он меня спрашивает вещи, от которых у меня иногда просто вот волосы дыбом встают. Так что в известной степени... Не так уж это где-то и помогло. Нам сильно помогла, а вот им, не знаю, узнать друг Ну, друга. у них Фидонет был задолго до Они нас. его придумали, американцы придумали, да. Придумал американский мужик, сделал какую-то первую версию, потом она пошла, и в чем он молодец, он при всей костыльности того, что там было в реализации, все-таки люди, которые все это начали, они осилили написать некоторое количество стандартов, документов, которые описывают, как это устроено. Де-факто от стандартов отличалось очень ощутимо, но тем не менее они были. И это позволяло любым людям на планете разрабатывать совместимый софт. Вот. И активность была изрядная. Я даже я до сих пор его знаю, там иногда с ним коммуницирую. Он сейчас в Штатах живет. Мужик в Питере, который написал просто комплект софта, который соответствовал требованиям Фидонет. И для фидошников он его раздал бесплатно, а так он его продавал. Он прямо на нем организовывал сети корпоративные. То есть он прямо оказывал услугу разворачивания корпоративной закрытой сети на базе технологии Фидонет. У него был для этого полный комплект софта. И это был прям вполне себе живой, осмысленный бизнес. Так что такое оно, в общем... Вот оно было живое, очень, очень сильно зацепившееся за реальность. Это при всем при том, что у всех нас это начиналось как игрушка. Ну как, модем, прикольно, ну что с ним можно делать? А вот так, ну давай. Значит, созвонились, посмотрели, там, письмо кинули туда и кинули сюда. Игрушка кончилась на этом, да, но сразу стало понятно, что из этого это инструмент.
с этим можно работать, с этим можно жить, за этим есть... И, кстати, совершенно четко сразу было понятно, что вот это будущее. Это неприходящее. Это теперь навсегда, и вот так будет. И в этом смысле, ну, скажем, там, мое упорство, с которым я этим занимался, оно было вот в силу этого очень четкого понимания, что это будущее мира. Никаких вариантов других. Назад дороги нету и бессмысленно. Вот. А вперед какая она будет? Ну, собственно, надо сказать, что я покинул Фидонет, когда понял, что, во-первых, сеть друзей кончилась, стала так. Уже это не была та среда, в которой ты всех знаешь, в которой комфортно, да. Вот. И стало понятно, что технологический отрыв окончательно и бесповоротно непреодолим. И то, что происходит в интернете, в общем, все, оно вот с головой, с крышечкой и уходит за пределы горизонта, сравнивать нечего. Вот в этот момент я просто так волюнтаристски закрыл эту тему для себя, потому что времени мне, конечно, уходило действительно много, сил много, вот, и я стал тратить эти силы и это время на интернет, а потом уже на компанию Яндекс. Хотел у вас про Яндекс как раз спросить. Вот вы были в Яндексе некоторое количество времени, а сейчас вы работаете самостоятельно на свою компанию и ее являетесь владельцем. Если сравнить эти два формата работы, где лучше? Я не скажу, где лучше конкретно в Яндексе или в какой-то конкретной компании, а вот какой формат работы больше подходит человеку, который вашего склада? Ой, нет на этот вопрос хорошего и честного ответа. Во-первых, потому что люди-то все разные. И компании все разные. Вот, таких компаний, как моя, немало на свете. Да? Там компания, которая занимается заказной разработкой сложных систем программных, да, или там мобильных приложений. Как-то у нас же несколько компаний в группе. У нас есть группа компаний, которые мобильными приложениями занимаются, которые веб-системами занимаются и еще многими сложными вещами. Таких компаний немало, но вот ты разговариваешь с людьми, там, опять же, я же общаюсь с владельцами, там, с директорами, с сотрудниками. Разные. Культуры разные, цели разные, представления о прекрасном разные, технологии разные. Мир очень в этом смысле разнообразен, поэтому так сравнивать трудно. Работать на себя тяжелее, безусловно, совершенно. По очень простой причине. Если ты работаешь на дядю, то ты имеешь право устать и немножечко выдохнуть. Да? Ты работаешь на себя, у тебя просто нет такой опции не существует. Вот встал, пошел, умираешь, не умираешь, болеешь, не болеешь. То есть, конечно, понятно, что ты можешь там поваляться денек-другой. Но недельку уже, например, уже ты чувствуешь, что нет, уже надо бежать, надо разбираться, что происходит. Это одна сторона жизни. Другая сторона жизни тяжелее работать на себя и с точки зрения технологической. Тут скорее разница в масштабах. Яндекс.Компания другого масштаба, да, хотя мы сейчас тоже уже не маленькие, но все равно, тем не менее. Яндекс все равно на пару порядков, наверное, больше, да. И ресурсные инструменты, они соответствуют этому. То есть, то, что в Яндексе можно сделать легко, да, в рамках своей компании некоторые вещи просто недостижимы, потому что у тебя нет для этого ресурса. С другой стороны, это тоже вопрос такой, вот уже такого сеть друзей, да. Своя компания, компанию, которую ты строил, ты, в общем, ее построил так, как тебе это нравится. В этом смысле есть определенные, конечно, преимущества, потому что в любой большой компании ты живешь среди людей, ты их сюда не звал, и совсем не всегда тебе с ними комфортно. Скажем, там, та же работа в Яндексе, да, много было проблем, связанных с тем, что дело в том, что я относился ко второй волне сотрудников Яндекса, да, даже, может быть, сказать, первой. Была нулевая в составе Волош, Колмановская, Сигалович, отцы, основатели, вот те, которые в рамках Комптека написали первую версию поисковой машины. Да? А я пришел в первый набор, когда выделили в отдельную компанию, и появились первые люди, которые сверх этого появились. И все равно между нами и теми, кто пришел от основателей, была разница. Быкам было не позволено чуть-чуть поменьше.
Да. Вот. И это было, ладно бы, тут даже дело не в эмоциях, черт бы с ним, мы все взрослые люди, и дело не в этом. Дело было в том, что, ну, например, мне было очень трудно. Вот такой простой пример. Значит, мы там разрабатываем систему, у нас есть дедлайн, мы упираемся, чтобы к этому дедлайну успеть. Мы успеваем, после чего выясняется, что сотрудники отдела, значит, сисадминов, ну, как что-то они забыли дырку в фаерволе прокрутить. И то, что мы, убиваясь, запускали к часу Ч, просто из интернета не видно. А мужик поехал домой и до свидания. Да? И тут как бы ты приходишь к своим сотрудникам и смотришь им в лицо, и ты не знаешь, что им сказать. Да? Ну, это прям такой простой пример. С другой стороны, опять же, а с другой стороны, то, что там происходило, это было, конечно, тоже фантастически интересно, потому что, ну, мы взламывали несколько ситуаций одновременно. Во-первых, надо понимать, в каком состоянии мы выходили на рынок. Да, когда Яндекс выходил на рынок, это был 2000 год, российский интернет был устроен так. Рамблер и мусор на полу. Вот так вот, буквально. То есть, Рамблер был, ну, это было просто вот господствующее, Джамалунгма просто вот такая. Да, и где-то там еще валяется какая-то шваль по углам. И тут приходим такие мы, говорим, а мы будем лучшим поиском вот в этой стране. Да и вообще в целом, может быть, да? Ну, в стране-то уж точно совершенно. Это была первая задача. То есть, нужно было превзойти Рамблер, при том, что соотношение между ним и всем остальным интернетом было катастрофическим. А вторая проблема была еще большая. Она заключалась в том, что нужно было научиться зарабатывать. Деньги-то вложены по тем временам в Яндекс были огромные. Да? Я прям помню, как за год до этого, значит, на очередной Комптек приехал какой-то мужик, и, значит, по углам шептались: вот он приехал вложить $3 миллиона в российский интернет. И все такие смотрели друг на друга и думали: господи, да за $3 миллиона тут можно просто вообще все это купить пачкой, вот весь интернет, и еще приложат немножко телевизора в придачу. Куда такие деньги девать, никто не понимал. Да? С другой стороны, в Яндекс там около 5, если я правильно помню, было заинвестировано на первом этапе. Вот. Хотя, конечно, долями понятно, что это было непросто. Но это нужно было отрабатывать, отбивать, нужно было выстраивать механизм монетизации. А единственный механизм, который существовал в тот момент реально, это была реклама. И реклама была устроена так. Вот реклама в телевизоре, вот еще немножко реклама на радио, а вы кто такие? Ну, то есть, как бы рекламодатели интернета не то, что в упор не видели, они даже задумываться про это не хотели. Это было настолько... Какие-то волосатые мальчики там какой-то ерундой занимаются, ну, какие-то картинки у них на экране. Ни о чем. Уберите, унесите пудинг. И с одной стороны, это требовало... Ну, Волош от нас требовал как-то в это погружаться, да, а нам тоже было довольно некомфортно. Мы туда, в общем, программировать пришли, а не поиском рекламодателей заниматься, да, и был некоторый диссонанс. С другой стороны, ну, было понятно, что зарабатывать-то надо, поэтому мы там упирались и занимались очень странными вещами. Я помню, у нас случилась одна из первых таких крутых продаж. Договорились со Стеллой Артуа, что, значит, мы сделаем спецпроект для них в интернете. Вот. И мы запустили проект, который назывался Яндекс.Пиво. Да, и тоже надо себе представить. Вот мы собираемся такие, значит, у нас такая переговорка такая, в которой все обсуждали. Ну, хорошо, Яндекс.Пиво, ну, что там будет? Ну, что можно сделать на проекте Яндекс.Пиво? Ну, не знаю, картинки нарисовать там с стаканами, да. И что, куда, какой идиот будет ходить и зачем? Внимание, вопрос. Вот. И тут прозвучало: давайте игру сделаем. Ну, игру делать тоже тяжело. И вторая мысль была: давайте сделаем простую игру, как-то могучей. И вот эта мысль, я прям за нее зацепился, не я придумал. Я в нее прям зацепился. Слушайте, это отличная мысль, нужна игра, в которой была бы одна кнопка. Вот одна. И сразу стало понятно, что это за игра, и должен быть симулятор пивоварни завода. Мы нашли книжку по пивоварению, значит, прошерстили ее и сделали игру фантастически, прямо банальную, но оказалось, хит получился на самом деле. Значит, нужно было сварить пиво, и от тебя требовалось только одно: нажав кнопку, перевести
технологический процесс на следующую фазу. Ну, там, кидаем там шишки в воду, замачиваем, потом нажимаем кнопку, и они там варятся, я уж не помню этих самых, но момент нажатия, если ты опаздывал или слишком рано нажимал, он приводил к тому, что терял в качестве и в объеме продукта. Вот. И это оказался совершенно феерический хит. То есть люди прямо серьезно в форумах обсуждали, как надо, и что лучше, значит, нажать раньше или нажать позже. И это вот сваренное пиво, там был рейтинг, понятное дело. То есть мы вот из этого всего устроили там пузомерку, и проект прям удался. Но это был хит, это была прям большая-большая победа, которая случилась, не соврать, это был 2002, наверное, год уже. То есть 2 года к этому моменту мы ехали без серьезных прорывов по доступу к такому взрослому рекламодателю. И еще, кстати, интересная смешная вещь, которая тогда случилась, обсуждая, а почему, собственно, к нам не идут рекламироваться, даже неправильно говорю, не к нам, в интернет не идут. То есть в этом смысле мы тоже проламывали как бы весь интернет. Мы де-факто для всего интернета решали задачу прихода туда рекламодателей. Потому что нельзя было убедить, что мы же не единственные в интернете. Да? Если мы убеждали, то клиент сразу начинал сравнивать нас с тем же Рамблером. Поэтому нужно было убедить его вообще прийти, а потом прийти к нам именно. Вот. И кто-то сформулировал, что вообще люди на самом деле плохо понимают, что это за интернет такой, как в нем все устроено. И как работает вообще реклама, и чем она лучше телевизионной. Да? Потому что мы же очень быстро сразу сформулировали, что в телевизоре-то ты точно не знаешь, что тебя смотрел. Ну, есть там аналитика, да, но она очень такая вторичная, такая по третьему кругу. А мы можем очень точно сказать, кто, когда, некоторые данные про этих людей сказать. В общем, аналитика, конечно, в интернете сильно лучше. И мы взялись писать книжку. Она называлась «Интернет-скорудский разговорник». Словарь терминов интернета. Оказался, в общем, очень удачный ход. Она разлетелась со свистом. И действительно, немножко вот это вот отчуждение переломило. То есть сформировало в слое рекламщиков. Если раньше для них вот вся наша эта история была просто странная какая-то вещь, которой занимаются странные люди, то после прочтения книжки ты слова начинал понимать. И это немножко склеило эту самую историю. В общем, надо сказать, что там, к 2003 году ситуация была уже прям нормальная. То есть уже шел поток рекламы, Яндекс был достаточно серьезно продвинут, но и маркет мы запустили. Это тоже было, конечно, большой победой, потому что с маркетом все было очень куда более понятно с точки зрения структуры того, что ты делаешь. Да? То есть магазинам совершенно понятно, зачем ты им нужен. Ты им приносишь покупателей. Покупателям тоже совершенно понятно, зачем ты им нужен. Они не бегают по магазинам. Да? И потом у нас еще была технология Гуру, которой я очень до сих пор горжусь. Которая тоже... она, в свою очередь, объясняла, почему надо идти к нам, а не к нашим конкурентам. А они были. Был Прайс.ру, например. Да? Он родился... до Яндекса вообще, так, на секундочку. Да, это же прям предтеча. Вот. Но, слава богу, Прайс.ру больше ориентировался на офлайн, а мы сразу развернулись в эту сторону. Мы сразу технологически его, конечно, сильно перескочили. Вот. Но, тем не менее, в общем, тоже такая была работа. Но интересно было, безусловно. Но вы ушли из Яндекса. Да, отчасти по эмоциональным причинам. Там... Я разошелся с женой, а мы с ней вместе работали в Яндексе. Вот. И стало совершенно невозможно в этом смысле там, на этих эмоциях продолжать, поэтому оно вот так вот произошло. Она потом тоже оттуда ушла. И если теперь все-таки сравнить ваш опыт с сегодняшней работы в роли директора своей собственной компании или, допустим, работы в роли директора департамента в большой компании, вы бы, если бы вам сейчас можно было выбирать, вы бы что бы выбрали? Да я могу выбирать так-то. В принципе, я же выбираю каждый день работать в своей компании. Мне же никто не мешает ее закрыть и уйти работать в департамент. В общем, проблем с этим нет. Так что, в своей компании спектр того, что ты видишь, шире. В любой крупной компании ты будешь заниматься направлением. И вот у меня смешной был пример. К нам пришла девушка устраиваться на работу.
А зарплаты в крупных компаниях-то высокие, на самом деле. Особенно, если ты в хорошее направление попал. Вот она пришла к нам на более низкую зарплату, чем у нее была вот в крупнике. И, ну, мне было так интересно, что я просто дошел до нее. Я говорю, слушай, ну расскажи. Она говорит, ну, понимаешь, вот я сижу в департаменте, вот я последние 10 лет пишу требования вот к этому куску вот этого ERP. Я его видеть просто больше не могу. Ну, просто меня уже даже не тошнит, это просто за пределами добра и зла. Хотя это тоже, конечно, вопрос, ну, по большому счету, к HR компании, потому что, ну, правильные HR нашли бы ротацию внутри компании для человека. А с другой стороны, ну, хорошо, ну, ты ротируешься, ты перейдешь в другое такое же подразделение, которое также занимается тем, что пилит что-то вот прям одно и то же, и это уходит за горизонт. С другой стороны, это тоже на самом деле характеризует людей. Кому-то в этом месте вот эта вот стабильность и окей, и слава богу, а кому-то давайте поменяем проект, и внутри у нас, внутри нашей компании, они постоянно ищут возможность поработать на другом проекте, потому что хочется вот какого-то кругозора. А потом еще и такая же еще штука. Стабилизированный проект – это, ну, всегда рутина, понятно, да? А мы часто находимся на переднем крае. Ты запускаешь, ты приходишь в компанию, начинаешь разрабатывать какую-то систему. Вот. И там сразу стандартная вот это вот Wild West такой, да, когда ты скачешь по степи с револьвером и пытаешься на ходу разобраться, что же нужно сделать и как это должно быть сделано оптимально. Я помню, как мы Юмор, например, контрактовали и запускали. Это жалко, что компания погибла. Это был один из лучших наших проектов. Вот. Он был фееричный по договоренности, потому что это вот одна из тех ситуаций, когда я и директор Юмор-то посмотрели в глаза и поняли, что мы будем работать. А дальше договоренность выглядела примерно так. Он вытащил из закромов такой лист А4, на котором был майндмэп, где было, значит, написано: хотим принимать кредитные карты и хотим, значит, ну, то есть детальность была такая: вот принимать кредитные карты. Да? Вот. То есть вся постановка задачи на Юмор была в формате вот одна страница А4 майндмэпа плюс старая система, которая у нас работает, от которой нет никакой документации. Вот. И за 4 месяца нам нужно переключиться на новую систему. Я просто помню, что я с ним сидел, на это смотрел и говорю: слушай, за 6, и это тоже героизм на самом деле. Вот. Кстати, что смешно, что мы на самом деле через 4 месяца заработали. Да, ну запустились, правда, все равно за 6, потому что там был еще внутри SAP, и вот он как раз эти 2 месяца потребовал там на интеграцию и доработки. Вот. И вот эта вот ситуация, когда ты выходишь в какую-то новую картину, да, и решаешь какие-то масштабные технологические проблемы, когда ты выстраиваешь, тебе же нужно там, у тебя есть какая-то старая история, какой-то легаси, да, с которым надо очень аккуратно обойтись. Потому что живой бизнес, он на этом живет, у тебя нету возможности сказать: ну, слушайте, давайте недельку постоим, а потом продолжим. Там, да, это все вот в режиме велосипед едет, тормозить нельзя. Вот, у тебя есть некоторая идеальная картина мира, а еще есть некоторая реальность, которую вот сейчас можно там, да, потому что любая идеальная картина мира, ну, обычно достижима только итерационная, где-то там на линии горизонта она находится, ты к ней движешься, да, она постоянно от тебя отдаляется, потому что по мере приближения ты осознаешь лучше, что ты хочешь, у тебя появляются новые задачи, новые идеи, да, в этом смысле этот проект мы как-то обсуждали, вот, значит, пару лет назад снимали такой для себя HR-ный такой фильмик про себя, значит, который мы там сотрудникам выдаем, чтобы как-то погрузить их в то, что мы себя представляем. Он получился скорее эмоциональный, потому что мы его сняли с настоящим киношным режиссером, и он кино снял, как бы, он скорее снял не такой рекламный буклетик, а вот кино. Да? И вот мы с ним когда это обсуждали, он говорит: вот то, что вы занимаетесь, чем вы занимаетесь, вот я бы хотел это представить как дорогу, по которой мы идем, и вот расскажи про это как про дорогу. Простая мысль, элементарная, да, но она на самом деле так ориентирует. И я ему сказал: знаешь, самое главное свойство этой дороги заключается в том, что ты всегда видишь холм перед собой и никогда не видишь, что за ним. И тебе надо на него взобраться. И твоя текущая задача вот на него влезть. Вот. И когда ты влезаешь на него, ты сразу выясняешь, что за ним следующий холм.
другой, по-другому устроенный, или там море, которое переплывать надо, или там горы, которые перелетать надо. И в этом смысле и развитие бизнеса, ну, 20 лет мы этим занимаемся, да, каждые 5 лет я другой человек. Вот совсем другой, вообще другой. Там первые 2 года, ну, я не знаю, это было просто бери побольше и тащи подальше. Я фактически работал программистом, проект-менеджером, ну, всем, в общем, да. Вот потом ты начинаешь примерно начинать формировать бизнес-процессы в компании, структурировать это дело и как-то вычленять ответственность, отдавать от себя ее каким-то другим людям. Потом у тебя начинает масштабироваться объем, ты начинаешь понимать, что это надо автоматизировать внутри компании. Потом у тебя возникают некоторые вещи, которые, ну, которых ты не видел, пока ты был вот такого размера. Да? На таком размере они не просто важны, а критичны. Ты начинаешь ими заниматься. В какой-то момент ты понимаешь, что тебе нужно быть финансистом, потому что если ты не научишься анализировать. Я просто прям помню день, когда мы себе сказали, нам нужно в себя завести бюджетирование. Ну, как бы до этого момента слово бюджетирование означало, что ну, Газпром, там, не знаю, да, что вот где-то там, да. И нам это никогда в жизни вообще не потребуется. Это какая-то страшная вещь из мира людей, сидящих на Уолл-стрит. Вот. А тут мы просто поняли, что ну, нельзя просто иначе компанию управлять никак вообще, да. Вот. И мы там наняли консультантов, разбирались с ними, что это такое, как это устроено. Хотя в душе это все равно программист. Это не уходит никогда, это вот не отрезается, не пропадает. Я до сих пор погружен в технологии, и мало того, есть даже проекты, в которых я участвую своими руками. Вот, правда, это, конечно, всегда... в этом смысле компания делится на, наверное, 3 эшелона. Первый эшелон – это завод. Это часть компании, которая умеет делать вот именно такие проекты, именно таким способом. Вот, скажем, мобильная разработка, да, это очень четко структурированный завод. Там на входе всегда вот такие документы, там всегда происходит вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так. Там очень четко прописанные регламенты. Да. Вторая часть – это, ну, может быть, где-то между фабрикой и лабораторией. То есть, это все равно производство, но оно такое опытно-промышленное. Там менее рядоположные проекты, они ощутимо отличаются, но делаются они все равно ну, линейными сотрудниками. Все равно есть как бы некоторая схема выстроенная, которая позволяет такие проекты делать. Их тяжелее запускать, потому что их тяжелее оценивать. Там, в них часто возникает какая-то небанальная компетенция, которую иногда нужно от партнеров притащить, например, там, да, ну, там, не знаю, какой-нибудь пример приведу. Мы там помогали Мосводоканалу там, в какой-то момент анализировать неисправности на водопроводе. Да, там потребовался очень серьезный матаппарат. Мы нашли профессора из одного из советских еще институтов, который нам помог с математикой, вот именно вот этой мат-моделью. Да. Вот. И третий слой – это когда ты во все тяжкие бросаешься. Когда проект, который твоя компания делать не умеет, но он либо очень нужен, потому что ну, контрагент на тебя серьезно надеется, и давние отношения, и ты не можешь подвести и отказать. Вот. Либо ты чувствуешь, в этом проекте есть будущее для компании, для тебя самого лично, а иногда просто даже для страны. Вот. И ты в него идешь, и понимаешь, что придется вот прям вот этими 2 руками вот туда погружаться. И, ну, обычно это происходит как? Какой-то стартовый период, в котором там участвую я, другие топы участвуют именно как люди, которые моторчик заводят вот, за ручку. Вот. Когда он закрутился и нормально уже работает, и мы вышли на какой-то уровень там, какой-то реализации, дальше он начинает перетекать ну, в такой более промышленный процесс разработки, который уже системно в компании выстроены, когда компания может у тебя из рук это принять и продолжить это делать дальше. Такого вот много. Это, в этом смысле оно, конечно, очень интересно. А у вас есть какой-то личный секрет успеха программных проектов? Например, проект должен закончиться через 6 месяцев. Как вы этого добиваетесь? Какая-то есть секретная пуля серебряная? Есть. Серебряной пули нету, но есть сформулированная вещь, которую я, по-моему, еще даже в Яндексе сформулировал. Там, мы же когда в Яндексе начали, то ситуация была трэшовая на самом деле. Да? То есть, у меня в отделе было 10 разработчиков, 10 программистов. Да? Но сейчас там, по-моему, в маркете, по-моему, их там штук 200, наверное.
в одном. Да? То есть сейчас как бы соотношение прямо оно такое, там, 3 порядка примерно к тому, что у меня было. И вот с 10 нужно было делать все. Нужно было, причем одновременно делать и проекты, которые вот нужно было запускать ко времени, да, и одновременно мы понимали, что инфраструктуры нет, и я ее строил на ходу. И в этом смысле нужно было искать какую-то модель, которая позволяет тебе, с одной стороны, здесь сейчас достигать вот того, что тебе прямо вот надо к завтрашнему дню, а с другой стороны была стратегия, и нужно было искать такой способ достижения локальных целей, которые вписываются в стратегию. То есть ты рисуешь себе далекую цель, понимая, что тебе нужно выстроить, ну, там, не знаю, скажем, я выстроил в Яндексе компонентную среду для разработки веб-приложений, да, которая реально работала, позволяла веб-приложение делать на разных языках, структурировать его по большому количеству серверов, нагрузку там на него балансировать. Да. Но это была прям мега задача. Мы ее делали года 2, наверное. В рамках каждого очередного проекта мы делали очередной кусок этой системы, который вписывался в этот проект. И тут тоже вот формулировка, которую я для себя озвучил, выглядит так. Идеальный проект – это очень хороший баланс структурности и костылей. Если у тебя нет структурности, если ты не понимаешь некоторую идеальную модель, к которой ты идешь, то ты обязательно придешь в трэш. У тебя проект через какое-то время превратится, ну, он будет весь из костылей состоять. Да? И ты не сможешь его дальше развивать. И я такие ситуации видел. Мы как компания иногда входим в проекты вот на такой стадии, которые где-то так сделаны. Если ты будешь упираться в структурность и всегда идти идеальным путем, то объем затрат будет запредельным. Ты будешь отставать от требований рынка. И в этом смысле вот правильное сочетание идеалистики и локальных допущений, как вот здесь сейчас можно, окей, немножечко попроще, но зато быстро дойдем до цели, это на самом деле, с моей точки зрения, прямо ключевая задача для любого человека, который системно управляет. На самом деле это относится не только к софтверным проектам. Мне кажется, это, в общем, более-менее везде так. Если ты делаешь все идеально, ты отстаешь, ты медленнее других. Те, кто костылит, будут тебя обгонять. Если ты только на костылях все делаешь, то у тебя нет будущего. Поэтому нужно выдерживать этот тонкий баланс, когда ты постоянно строишь красивое и структурное, но вот последняя часть дома, она, ну так, ну, из дерева, да, вот там бетон уже, да, а вот здесь пока еще быстренько сколотили из деревяшек и нарисовали «будем жить», живем, понимаем, что да, удалось, окей, хорошо, в бетон. Понимаем, что, а чаще всего, как правило, да, ну, как бы, какими бы ни были гениальными проектировщики, аналитики, постановщики, практика показывает, что любой проект, как только он запущен, сразу устарел, и сразу же люди, которые с ним работают, приходят и говорят: слушай, ну не, вот не так. Вот не так, а вот так. Это может быть сильно вот так, это может быть по мелочам, но всегда есть непопадание какое-то. Да? И в этом смысле, если ты его сразу сделал из бетона, ну, ты зря потратил бетон, силы и время. Если ты сделал его в легкую. И еще один момент, вот, про который я постоянно клиентам говорю. Я две вещи вообще. Вот когда я там на пресейлы с клиентами разговариваю, да, я говорю две вещи. Первое, важнейшее, она очевидная, но, как ни странно, ее все равно надо говорить. Я говорю: смотри, вот мы с тобой, вот, например, мы подписали контракт, мы сделали то, что ты хочешь, и прошел год. И ты сидишь такой, смотришь на то, что мы сделали, и думаешь: хорошо получилось. Вот скажи, пожалуйста, какую линейку, к какому месту того, что мы сделали, ты приложишь, и какую цифру ты хочешь там увидеть, чтобы сказать хорошо. Вот де-факто в этом месте половина заказчиков делают как-то вот так вот. И тут тоже можно помочь, есть инструменты, как можно и с этим справиться, да. Но в целом, если ты этого ответа не получил, то проекта не будет. Ты не сможешь достичь результата, потому что у тебя нет формулировки, о чем мы достигаем. Да. А абстрактное «делайте красное с дыркой в боку» непонятно к чему приводит. В этом смысле четкое формулирование бизнес-целей проекта и затачивание под них. Я больше того говорю, это вот тоже до этого тоже надо было дожить. На самом деле нельзя делать IT-проект. Проект всегда бизнесовый. У него всегда есть бизнес-цель, бизнес-результат, и всегда есть та часть, которая
в IT-составляющую вообще не попадают, которая делается чисто на руках, которая требует работы других людей по другим причинам, в других режимах, не знаю, там маркетинга того же самого, да. Ну, то есть можно сделать гениальную социальную сеть, но вот там смотрим на Яндекс, да, отличную сделал социалочку, ну, провалил как бы, закрыл. Две, по-моему, они даже, 2 проекта закрыли. Вот. Маркетинг, понимание, цель, куда идем, какая аудитория, что за люди, почему они туда придут, чего они хотят, почему будет хорошо. Вот это первый момент, который надо фиксировать на старте проекта. А второй момент, он тоже совершенно банальный и тоже такой же смертельно необходимый. Вот, когда доходишь до формирования скопа проекта, у тебя примерно, ты понимаешь, что в проекте будет там А, Б, С, Д, Е, Ф, там, да? В этот момент ты говоришь заказчику, а теперь вот берешь это, уходишь, и завтра приходишь раскрашенная красная, желтая, зеленая. Критическая функциональность, необходимая функциональность и желательная функциональность. Вот причем не так, чтобы у тебя критического 80%, и еще там немножко желтенького, зелененького там осталось, да? По 33%. Будь добр, чтобы вот это вот так было, да? Это всегда страдание. При этом надо объяснять важную вещь, что критическое – это прям критическое. Ну, то есть в автомобиле сиденье критической функциональностью не является. Ехать можно. Руль, тормоза, двигатель – да. Крыша, сиденье – нет. И вот когда ты начинаешь вырезать вот это критическое, то ты, во-первых, начинаешь куда более четко понимать, а чем вообще мы тут занимаемся. Вот. У тебя возникает понятная структура MVP. Вот. И это тоже очень важно. Почему? Потому что кто бы ни был заказчик, ресурсов всегда не хватает. Вот не было у меня в моей жизни, вот сколько я занимаюсь, я там с 85-го года занимаюсь программированием. Да? Ни разу в жизни не было такого, чтобы кто-нибудь пришел и сказал, слушайте, ребят, денег завались прям бесконечно. Делайте как хотите, что хотите, вот гуляйте. Да? Никогда. Всегда ситуация такова, что хочется вот столько, денег на вот столько. Вот. И в этом месте ключевая задача – это эти деньги потратить на критическое. Если ты это смог, ты молодец. Ты потом прорвешься. Потом, когда ты закончишь критическое, сразу обнаружится, что вот та часть, которая желательная, она уже и нежелательная. Там пока ехали, во-первых, возникло новое критическое. Во-вторых, часть этого изменилась. И пошли в реальную жизнь. И, ну, естественно, совершенно тоже понятно, что успех проекта, вот это все, конечно, к вопросу о том, где пульт находится. Это все вот эти вот элементы этих пульт. Одной нету, надо вот все это соблюсти. Вот. Старт проекта. Вот понятие MVP же не зря родилось. Чем раньше ты вышел, вот на костылях, на кривой козе запустился, начали хоть что-то делать с системой. Молодцы. Ты тут же начинаешь получать фидбэк от пользователей, ты уже начинаешь понимать, где попали действительно хорошо, где плохо. Это при том, что я сам, вот лично я, да, по своей конституции, это человек из того старого мира, когда сначала пишется вот такое ТЗ, да, а потом пишется соответствующий проект. Но, во-первых, ну, куда деваться от реальности? В современной реальности это очень мало, когда возможно. Хотя у нас есть такие проекты, когда мы действительно очень детально прорабатываем до, а потом начинаем только разработку. Вот. Но чаще всего этого не позволяет ни рынок, ни клиент, ни бюджет проекта. Поэтому вот эта итеративность вычленения смертельно важной части проекта, она прямо очень сильно рулит. И есть проекты, от которых мы просто отказывались, потому что клиент говорил, не-не-не, давайте все сделаем, вот у нас есть вот такая вот задача. Вот. И там очень много всего интересного возникает. К примеру, если от клиента приходит ТЗ, ты его открываешь, то первое, что нужно сделать, позвонить ему и просто ему его прочитать. В 90% случаев, в 100% случаев, где-нибудь на третьей странице он начнет говорить, это вчера Петя написал, он сам не знает, что он хочет, слушай, не читай это вообще, это не надо. Вот. И вот ты бы такой вот, если бы ты этого не сделал, ты бы пошел сейчас отдал это дело на оценку, они бы там насчитали на это кучу денег. Поскольку Петя сам не знает, чего хочет, то там написана очень странная, непонятная вещь, и разработчики, оценивая ее, тоже сидят такие, думают, это прям мутная часть проекта, давайте-ка здесь напишем побольше денег.
Вот. И вот в этом смысле тоже выявление вот этой вот критической части, оно прямо вот прям важно, важно, важно. Много У нам. вас больше почти 200 человек в подчинении, и при этом вы сами пишете код, у вас есть open source проекты на GitHub. Это аномалия или так должно быть? Ну, как это, есть же ночь и выходные. Очень часто люди спрашивают, задают вопрос, как должно быть? Должен ли человек, который начинает управлять людьми, даже тимлид, не вашего уровня, а просто человек, который 5 программистами управляет, должен ли он бросить кодинг и заниматься управлением? Или он должен продолжать кодировать и при повышении своей должности все равно продолжать кодировать? Какой у вас взгляд на это? Значит, я на это дело вот как отвечу. Значит, если он системно и линейно кодирует, то он провалился как управленец. Нельзя. Просто вот по определению. Да. Твоя компания вот без этого твоего скилла работать должна как часы. С одной стороны. С другой стороны, есть две причины, по которым я кодирую. Я на самом деле не так уж много кодирую. Это, может быть, не знаю. Там. К сожалению, я неплохой программист. Я довольно быстро пишу, поэтому то, что там на GitHub, это за очень краткие периоды. Если посмотреть там на это самое, оно выглядит так, на пике, я там за неделю что-нибудь там нафигачил. Так, 1100 строк примерно, да, и пошел дальше. Есть две причины, по которым я беру в руки шашки. Первая причина выглядит так. Я должен отдавать себе однозначный отчет о том, какие инструменты хороши, какие плохи и почему. Я же принимаю решение о том, куда мы движемся. Да? И есть вопросы рисковости разработки. Там, да? Но там, скажем, не знаю, в последнее время пошел очень сильный язык Go как инструмент разработки. Для меня это был некоторый феномен. Я серьезно взял задачу, прям сел и вот там на Go ее реализовал. У меня на это ушло немного времени, я потратил на это. Ну, опять же, это, конечно, вечера, выходные, там какие-то такие вот моменты. Наверное, неделю, наверное, примерно потратил. Да? Но теперь я могу совершенно четко сказать, что я про это думаю, и мотивировать. Да, серьезно мотивировать. Вот при этом еще есть куча языков, до которых я не добрался, и, может быть, и бог с ними. В некоторые я, например, просто не верю, и, скорее всего, мы им не будем заниматься никогда. Но вот эта вот причина есть. То есть, есть некоторые вещи, которые я делаю для того, чтобы не вывалиться из стека технологий, которые сейчас присутствуют, и чтобы не получилось так, что все уже уехали куда-то там, да, и туда надо бы ехать, а мы отстали. И наоборот, настоящий джентльмен всегда на полшага отстает от моды. Вот серьезный разработчик всегда на полшага отстает от моды, потому что иначе он просто ставит своего клиента в рисковое положение. Да? Мы не имеем права рисковать и использовать то, что не прошло апробацию. Пусть другие лучше поиграются, а мы потом посмотрим и скажем: окей, вот сюда можно, там, да, сюда нельзя. Но на полшага. Если ты сильно отстаешь, то ты проваливаешься по качеству разработки, по технологиям, по инструментам, по скорости, по стоимости, в конце концов. Да? Ведь наша задача заключается в том, чтобы решить бизнес-задачу клиента по оптимальной цене. То есть, именно ту, которую ему нужно решить. Не ту, которую он думает, что ему нужно решить, а ту, после которой он придет и скажет: да, отлично, молодцы, я счастлив, все хорошо. И вторая причина, почему приходится брать в руки шашки, это вот те самые... это не часто происходит. Это проекты, в которые мы входим в режиме опасно, странно, линейно сделать нельзя, компетенции линейной нету. То есть, стандартная ситуация. Производство, да, у нас вот то, где проекты делаются, это называется производство. Оно прям так называется, да, это обычное наше слово. Производство умеет делать то, что оно уже 2 раза сделало. Понятно, да? И все. И вот Поэтому для того, чтобы он это 2 раза сделал, нужно 2 кикстарта должно случиться. И эти кикстарты должны провести люди, которые не производство. Была идея сделать отдельный R&D отдел, но все-таки это не так часто случается. То есть, это не ситуация, чтобы это вот прям один закончили, во второй ввязались. Нет. Обычно это что-нибудь там раз в год что-нибудь такое происходит, может даже реже. Вот, поэтому делать из этого прям какую-то системную вещь внутри нету. А вторая причина — интересно же. Но в конце концов-то интересно же. Имею я право, в общем, иногда поделать вещи, которые мне интересны действительно. Живем-то мы, в общем, один раз. И есть вещи, прямо сейчас у нас есть проект, в который я очень сильно погружен.
Но он такой действительно из серии «время потребовало», и компетенции он требует многообразных и разных. То есть, если бы мы сейчас его делали... Его можно было бы сделать линейными разработчиками. Во-первых, пришлось бы набирать четверых на 4 разных части технологические. Там, да? Потом еще... Ну, а раз четверых, значит, нужен лид. Раз лид есть, значит, нужен PM. То есть, это сразу превращается в такую полноценную команду, которая довольно дорого стоит. А это эксперимент. И как любой эксперимент, конечно же, все хотят сделать его оптимальным по цене, таким быстрая проверка гипотезы. Проверили, убедились, дальше можно идти в более серьезные затраты. Тем более, что мы его делаем в партнерстве с нашим, даже, ну, это же не клиент, это партнер, да, и мы соинвестируем, то есть мы с партнером вместе вдвоем вкладываемся в этот проект. Ну и как таковой, конечно, он требует такого специального к себе отношения. А как кажется, что лучше, заказная разработка, которую вы ведете, или создание своих продуктов и вывод их на рынок, как Яндекс, например? Яндекс же не делает продуктовую разработку почти совсем. И, кстати говоря, как человек, который там был, хочу сказать, что и не умеет, и вряд ли сумеет, потому что на самом деле это же 3 разные вещи. In-house, то есть разработка для себя, продуктовая разработка и проектная разработка в режиме аутсорса – это все очень разные вещи. Хотя на самом деле аутсорс, он в этом месте скорее модель, чем… Вот по-другому скажу, это 2 разных орта. Вот in-house и аутсорс – один орт, да, и второй орт – это коробка, продукт, инструмент, вот это все, да, вот такое деление. То, что ты делаешь, то, что компания Яндекс делает для себя, делается в одном инстансе. Это программа, которая, ну, я утрирую, да, она там разворачивается на серверах, но это не важно. Это один инстанс этой программы и один пользователь этой программы. Задача, и в этом смысле мы, как аутсорсеры, в этом смысле немножко похожи, потому что у нас тоже, когда мы делаем заказную разработку для клиента, у нас один клиент. И вот то, что он хочет, то он и хочет, и здесь нету предмета для обсуждения. Ну, то есть мы можем в этом месте его консультировать, помогать ему принимать решения, но когда он его принял, то, ну, все, мышки станьте ежиками, и это не обсуждается. Да? Когда ты делаешь продукт на рынок, то ты живешь вообще в другой модели. У тебя никакой из твоих клиентов не является вот таким абсолютом. Ты должен найти некоторое наименьшее общее, наибольшее общее кратное, да, которое закрывает максимум их потребностей, но при этом, как правило, ни в кого из них строго не попадает. Там везде есть какой-то вот гэп. То есть они все несчастливы на какую-то небольшую долю, да, но зато ты закрываешь какой-то широкий рынок. Или наоборот, ты говоришь: окей, у меня узкий, вертикальный, нишевой, я вот найду вот этот сегмент, сделаю его до полусмерти счастливым, вот, но их мало будет. Но зато я с них могу почему-то много денег взять. Да, это же сразу вот этот танец экономики и функциональности. И мало того, это все еще всегда вот работа с выходом на продуктовым выходом на рынок, это всегда венчур, как бы он ни был устроен. Это всегда риск, всегда какой-то поиск, нащупывание того, насколько то, что ты сделал, вообще этому рынку интересно, как оно устроено. И зачастую это бывает, как вот там много есть больших проектов, которые начинались с одного, а стали совсем другим в итоге. Там, да, потому что люди, выходя на рынок, поняли, что пользователям нужно вот не то, что мы придумывали, что-то другое. И вот в сторону пошли. И еще один момент есть, про который тоже я часто говорю. Вот в терминах продуктовости есть такая шкала, она огромная на самом деле. Да? Она, ну, это скорее вот в сторону разработчика, она выглядит примерно так. На левой стороне этой шкалы находится антивирус Касперского. 100 рублей на полке в магазине, хочешь бери, хочешь не бери, взял, иди отсюда, никто с тобой не будет разговаривать про функциональность этого. Это нельзя ни доработать, даже обсуждать не о чем. Взял, иди, пользуйся как есть. Да? И правая сторона, это вот там наша разработка для Юлмарта. Это огромная гиперкастомизированная система, в которой кастомно вообще все. До последнего пикселя на экране. Вот оно все вылизывается именно так, как надо этому топовому клиенту, который в своей нише является первым.
Ну, там можно спорить, можно драться, да, но он себя рассматривает как лидера в этой нише, и он бьется за это первое место. Он абсолютно уникальный, и это не абстрактная уникальность в режиме «хочу быть не таким, как все», да, она проистекает из его бизнес-уникальности. Ну, то есть, для того, чтобы быть на рынке уникальным первым, ты должен в бизнесе что-то такое вывалить на своих покупателей, что делает тебя для них мега ценным. И это же проваливается в твою софтверную часть неизбежно. Ну, там, скажем, в отношении того же Юморта, это была их работа с логистикой. Я вот очень хорошо помню, когда мы обсуждали, мы когда начинали проект, я вот спросил генерального, говорю, а вот ты почему считаешь себя вот на рынке прямо вот таким прям здоровским? Что у тебя лучше всех? Он говорит, логистика. У меня на складах в России есть телевизор, которого у меня одна модель, но он там размером там 5 на 5 метров, да? Он один у меня. И я послезавтра продам тебе его в любом месте от Владивостока до Калининграда. И это, понимаю, да, понятно, да? Как только это прозвучало, ты сразу понимаешь, что твоя разработка софтверная, она будет вот про это. Вот ты вот здесь будешь погибать, пахать, вылизывать и делать так, чтобы это работало как часы, потому что для бизнеса это является принципиальным. Еще раз напомню, мы находимся на двух сторонах огромной шкалы. Вот здесь вот эта вот мега-кастомность, а здесь это вот абсолютная коробочность. Здесь цена уходит в небеса, здесь цена копеечная абсолютно. А дальше на этой шкале на самом деле есть все. Она вся заполнена. Когда мы начинаем двигаться от нее там слева направо, там, ну, не знаю, второй шаг от коробки, это коробка, но к которой, например, можно заказать плагины какие-нибудь там, да, или настроить ее каким-то особенным образом, достаточно гибко. Дальше у тебя начинается полукоробочное решение, которое ты можешь купить, но ты можешь у разработчика заказать доработку под себя. Дальше у тебя начинается платформенное решение, которое вообще совсем не коробка, которое скорее почти заказная разработка, но очень быстрая, потому что платформа. У нас, кстати, есть такая платформа, и есть такой формат тоже работы с клиентом. Есть платформа Apprentice, с которой мы умеем быстро, типизированно и недорого достаточно делать. Да? То есть такой баланс между вот этой картиной. И дальше ты начинаешь идти в сторону, там, не знаю, фреймворки, библиотеки, чужой код, который ты где-нибудь там на гитхабе нашел. Ну, то есть, вот эта шкала, она вся заполнена, в ней есть все точки. И точки эти устроены справа налево дешевле, но выбора меньше, слева направо дороже, но заказывай, что хочешь. Да? И в этом смысле то, что на рынке есть, там все вот это, оно существует. На все вот это есть клиенты. Мы в основном находимся в правой стороне этой картины. Ну, то есть для нас дорогая тяжелая заказная разработка – это идеальный проект. С другой стороны, опять же, понятно, что существует много людей, которым нужно попасть в очень разумную картину по цене. Да? Чудес не бывает. Невозможно там сделать, снизить цену там, на порядок и при этом не лишиться никакой гибкости. Она при этом, конечно, куда-то уходит. Но, тем не менее, такая картина тоже существует. Да? И плюс к этому есть еще одна сторона, которая тоже у нас она есть, и она выросла скорее потому, что стало понятно, что просто иначе никак. Это консалтинг. Он имеет, в свою очередь, две формы. Форма скорее технологическая. Тут пример какой? Вот возвращаясь на несколько шагов назад. Кто-то слишком много костылей делал в процессе разработки, не сильно смотрел в ортогональность, не сильно проектировал, да, и приехал там. Это таких проектов много. 5, 8, 10, 15 лет проекту. Его делал какой-то очень умный мужик. Мужик устал, ушел. Так бывает, да. Бывает, что доехали до места, когда он говорит, слушайте, не могу. Это просто нельзя развивать, надо выкинуть, начать сначала. Да? В этом месте возникает понятие технологического аудита, который в основном выглядит как? Аудит чистый технический. Из чего сделано, как устроено, как сейчас структурировано, какие риски там находятся вот в этой вот в текущей as-is системе. Да? И обязательно к этому, почти всегда обязательно нужен хотя бы базовый бизнес-анализ, который бы сделал что? А дальше мы берем, смотрим на бизнес-процессы и примерно мэпим их на то, что сделано в системе, и показываем, смотрите, вот эти хорошо закрыты, эти плохо закрыты, эти закрыты, но лучше бы не надо. Очень как бы коряво. Да? Здесь вот разрывы между процессами, которые можно склеить. То есть вот этот гэп-анализ между
некоторой идеальной бизнес-картины и тем, что сделано, он на самом деле является драйвером принятия решения, а куда ехать. Потому что из такой картины же тоже невозможно же из нее поехать в режиме «Окей, а теперь давайте все это снесем и начнем заново». Да? Это же всегда начинаем строить рядышком, аккуратно пристраивая и постепенно заменяя. И вот это вот аккуратно пристраивая, заменяя, тоже нужно спроектировать. Вот это один формат, а другой формат консалтинговый, он устроен больше про именно бизнесовую часть. То есть вот этот он танцевал от техники, а второй танцует именно от бизнеса. Это выглядит вот как. Значит, либо бизнес хочет запуститься, но не знает, что ему надо сделать. Либо запустился, но недоволен тем, что сделано. И ему нужно еще раз проанализировать бизнес-цели, то есть прямо начать с самого верха. И спускаясь постепенно вниз, сформулировать, а что бы мы хотели в идеальном виде от системы. Причем это реально сверху. То есть анализируется сначала сам бизнес, вообще не задумываясь о технологии. Там есть фаза, когда мы обсуждаем только бизнесовую часть. Вот она, ну, если совсем утрировать, ну, там, это тоже длинный разговор, поэтому, наверное, не стоит, да. Но если совсем утрировать, то нужно сформулировать набор гипотез, бизнесовых гипотез, которые выглядят как изменения этого бизнеса, которые приведут к положительному результату с точки зрения самого владельца компании, генерального директора, топов компании. И это формулируется именно в формате, а как сам бизнес надо изменить. А дальше потом вот это является драйвером для того, чтобы принимать решения по дорожной карте создания или развития IT-системы такого, чтобы вот это легло туда. И тут же сразу возникает, естественно, тоже, ну, как бы первый же вопрос, а сколько будет стоить, понятное дело, да? Поэтому в рамках вот такого консалтинга мы проводим еще работу какую? Делаем оценочные подходы к бизнес-эффективности тех или иных вариантов развития. А с другой стороны, мы смотрим прикидочно на масштабы стоимости того, что нужно сделать, чтобы их реализовать. Ну и возникает такой некоторый подход к тому, чтобы можно было оценить эффективность в деньгах, затраты в деньгах. Это не бизнес-план, безусловно, совершенно, но это довольно вразумительные и очень понятные оценочные такие критерии, которые позволяют принимать решения не в формате «нравится, не нравится, хочу, не хочу», или «а начальник транспортного отдела у нас самый говорливый, поэтому он нас всех уговорил заниматься его частью системы», да? А именно предметно принять решение на основании вот реальных цифр. Есть мнение, что программисты на правой стороне этой полки, которую вы описали, очень скоро будут не нужны. Их заменит искусственный интеллект. Потому что это заказная разработка, а значит, очень тесная интеграция с заказчиком, а значит, заказчик может сформулировать свои требования, и их очень много, они очень мелкие, и поэтому их сможет реализовывать какой-нибудь GitHub Copilot. Не боитесь этого? Ну, короткий ответ – нет. Значит, локально сейчас вообще говорить не о чем, потому что то, что сейчас есть, это, конечно, тихий ужас. Ну, главная проблема современного ИИ, какой бы он ни был, там, да, заключается в том, что то, что он вываливает, это не ответ, а это его страшный сон. Это вот он спит, видит ужасы во сне, и часть этих ужасов, он как бы... Там, как все генеративные АИ, они уже устроены примерно так. Там реально есть та часть, которая бредит, есть вторая часть, которая говорит, вот это вот хорошая была идея, давай бредить в эту сторону. Да? То есть немножко разруливает его бред, но там в базисе бред. Можно, доруливая, догнать его до некоторого результата, но нету пока никакого инструмента верифицировать, что там на выходе все-таки не бред. Поэтому в целом, вот так по-серьезному, но все-таки нет еще. Да? А с другой стороны, как инструмент повышения эффективности разработчика, это довольно быстро случится. Но разработчик там все-таки останется. И тут тоже есть еще и вторая причина. Ну, как бы у вас же есть верхнеуровневая модель всей этой картины, как она выглядит. Есть гендир, который приходит и говорит, так, мужики, мне нужно запустить, не знаю, маркетинговую кампанию такую, чтобы люди, значит, там зарегистрировались у нас в программе лояльности. И вот вам, значит, через 3 месяца у вас, нет, 6 месяцев у вас должно быть там 50 тысяч людей, которые зарегистрировались. Да?
И со второй стороны появляется, ну, или он не имеет права сказать нет, да, но он как-то появляется со второй стороны. Человек говорит, да, я это сделаю. И вот он не искусственный интеллект. Это кто-то, кто ответственность несет. Да? Искусственный интеллект может быть за ним, он может ему помогать. Да? Но кто-то в этом месте принимает это решение и рулит этим процессом. Так что в этом смысле нет. Будут инструменты программирования, которые будут сильно облегчать работу, которые будут ее сильно ускорять. Но у этого есть еще один тоже очень плохой фактор, который я очень четко вижу, но что с ним сделать, вот честно сказать, я не знаю. Я приведу пример смешной. Значит, тут же недавно у Яндекса украли исходные тексты, значит, огромного количества кода Яндекса. Я, конечно, как один из людей, который своими руками писал первый маркет, да, ну, второй, как бы я уже был начальником отдела, я скорее управлял процессом, а первый я писал сам. И там есть код, который я прям сам написал. Я, конечно, пошел посмотреть, что там происходит. Да. Среди этого украденного? Да. Ага. Значит, я напоминаю, я этот код написал в 2001 году. Сейчас 24-й. Значит, там такая капуста такая, где в середине вот это вот то, что я написал, это вот стока вот примерно, как кочерыжечка там, да, а вокруг 50 слоев, которые ее аккуратно заворачивают, и где-то там она вклеивается вот в эту самую реальность. Отрыбь моя от того, что я вот там увидел, да, ее нельзя передать. Во-первых, современный маркет написан на Яве, а я тогда тут кусок написал на C. Значит, можно было, во-первых, к чертовой матери просто этот C на Яву переписать. Вот. Во-вторых, и сразу бы вот эти вот 20 слоев обверток, они бы стали не нужны по целой куче причин, потому что они там на самом деле, это вот очень похоже на песчинку, которая попала в эту вот самую, в раковинку там, да, и обросла жемчугом. Этот вот жемчуг, он не от хорошей жизни там возник. Да? В этом смысле там, грубо говоря, ну не знаю, там 1000 строк моего кода, вот этого самого функционального, который там маленький компилятор внутри сидит. Вот. И там, не знаю, там 1002 строк, наверное, которые вокруг на него навернуты, только для того, чтобы его таскать, включать, запускать и интегрировать его в окружающую реальность. Вот. В этом смысле приход ИИ эту ситуацию только ухудшит. Количество враперов вокруг всего только увеличится. Ведь одна из причин, почему я сейчас полез в тематику операционной системы Phantom, это вот понимание этой картины, что современная инфраструктура айтишная, она выглядит вот ровно так. Это 100 слоев странной хрени, за которыми находится вот столечко функционального осмысленного кода, вот, который просто похоронен во всем этом вот слое. А откуда они берутся? А они берутся оттуда, что каждый следующий разработчик, ему проще написать враппер вокруг того, что сделали остальные, вот, и не пытаться это дело зареинвентить. Да? Понять его можно, над ним тоже каплят, ему тоже торопиться надо. Да? Я, когда про это думаю, я вспоминаю старую историю, когда появились модемы, которые работали через аналоговые телефонные каналы, да? А потом телефонные каналы внутри стали цифровыми. И получилось, что модем берет цифровой сигнал, конвертирует его в аналоговый, запихивает в линию, она приезжает на ТС, там в цифровую, идет там по проводам, потом обратно в аналоговую, обратно в модем, обратно в цифровую. Да? Бредятина абсолютная, но это враппер очередной. И вот эта проблема, с которой совершенно четко сталкивается современная IT-инфраструктура прямо по полной. А сейчас еще пошла виртуализация, которая прям на все это дело еще такой большой еще враппер наложила. Да? Вот. И в итоге вот этот старый вопрос, а как так получается, что современный там, не знаю, Word уж никто не пользуется, но Word, положим, да, он требует машины, у которой там 5-8 гигабайт оперативной памяти и процессор, который на 3 порядка быстрее вот того старого Intel 8080, KR580 TK80 советского, да? Вот. А на том процессоре тоже работала программа Word, в которой, вообще говоря, можно было сделать все то же самое за мелкими исключениями. Разница в 3 порядка в технологиях,
Ну, вообще прям не отвечает разнице в том, что мы получили как качество развития инструмента. Это происходит именно оттуда. Программисты программируют код, который вешается следующим слоем на старый код старых программистов. И это вот культурный слой, как вот где-то там под нами вот старая Москва лежит, да? Вот так и здесь. Только под нами старая Москва лежит и каша не просит. А вот эти слои, они все просят, и они ее едят. И вот этот наш процессор, вот у меня там, не знаю, там 12, там 16 ядер, да? Чем они занимаются в моей машине? Загадка. Какой выход из этого? Что вы предлагаете? Как это все исправить? Ну, в принципе, это все происходило. Ведь когда два мужика в компании, господи, забыл название компании, которая Unix, Bell Labs, в Bell Labs написали первый Unix, да? Ну, то есть, они же написали помоечную простенькую операционную систему, которая, вы знаете, для чего они написали его, да? У них там машина пустая стояла, не занятая, а им хотелось игрушку на ней погонять. А операционной системы на этой машине не было. Поэтому они, чтобы в игрушку поиграть на машине, написали операционную систему Unix. Ну, так вот. Вот. И была она примитивная, очень-очень-очень-очень простая. И по факту своим предшественникам, которые... Ну, там же старая песня про Multics, который очень большой и сложный, который они до этого писали и замучились с ним. А потом взяли и написали Unix, который был антитезой Multics, потому что он простой. Вот, они просто взяли, снесли все это с нуля и написали вот с нуля систему, которая обеспечила некоторую новую картину мира, в которой все стало проще. Ну, наверное, случится такое еще раз. Я попытался, не получилось пока. А какие у вас, кстати, планы? Я хотел про Фантом спросить, но потом как-то не пошел разговор. Да, невозможно это сделать с моими ресурсами. То есть, не мои... То есть, я дотащил этот проект до той точки, когда мои ресурсы достаточны, чтобы его продвигать. Там, да? Я получил систему, которая является точно совершенно proof of concept. Отвечает на вопрос, да, так можно, так бывает, так работает. И я решил все ключевые технологические проблемы, которые там, ну, по крайней мере, стали видны вот до того места, до которого я доехал. То есть, получил ответ на вопрос, да, такое бывает. Концептуально такая система возможна, вот она и есть, она работает. Да? Но это все-таки proof of concept. То есть, она между ней и промышленным решением еще довольно серьезное расстояние. Вот его пройти на свои деньги я не могу. Вот. Ну, Надежда, как Надя умирает последней. Поэтому, может быть, найдется кто-то, кто увидит в этом шанс решить какую-то прикладную задачу, и у этого возникнет движение. Но у нас есть проект с Иннополисом. Вот в Иннополисе идет проект интересный очень, который выглядит примерно так. Давайте возьмем голову профессора Доуэля, голову от Фантома и тело, нижняя часть ноги от другой микроядерной операционной системы, и попробуем сделать из этого некоторую систему, которая обладает свойствами Фантома снаружи, а снизу она базируется на другом микроядре. Там две идеи за этим. Первое, мой фантомовский код до сих пор еще 32-битный. Вот, там происходит сейчас, уже проведено переписывание на 64 бита. А вторая задача – это сесть на чужое микроядро, потому что понятно, что у любой системы есть вот то, что уникальное для нее, да, а есть та часть, которая вообще у всех, условно, одинаковая. Драйвера, работа с железом – это та часть, которую на самом деле нету. Если можно взять готовый, то и хорошо. И давайте возьмем, потому что вкладывать в это никакого смысла нет вкладываться в это. Надо вкладываться в уникальность. Вот этот проект движется постепенно. Я коммуницирую с коллегами. Тут вот есть некоторая надежда, что из него что-то получится интересное. Дмитрий, я думаю, что если мы не остановим наше общение, как сказать, в общем, если мы не остановимся, мы можем говорить целый день. Так интересно, что я предлагаю. У меня вопросов еще много, но мы уже выходим за рамки. Было очень интересно.
Я думаю, как-то, может быть, нам нужно еще раз записать. Не Поглубже в вопрос. технические, может быть, темы. Не вопрос. Мне кажется, у вас есть так много есть рассказать для аудитории. А у нас аудитория в основном состоит из молодых людей, мне так кажется. Студенты, начинающие программисты. И про карьеру им интересно. Им ваш опыт, конечно, очень Спасибо большое. мотивировать Мне будет. тоже было интересно пообщаться. То есть, как бы, вот, мне кажется, мы попали в достаточно такие живые темы, да, про которые, правда, было интересно поговорить. Спасибо вам большое. Спасибо. Надеюсь, еще увидимся. До встречи. Пока-пока.